И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 5 марта, и последний мой сегодняшний обзор будет посвящен немного военной обстановке и немного политическим заявлениям лидера Российской Федерации Владимира Путина. Но прежде чем перейти к описанию военной обстановки, я хотел бы сказать несколько слов о сегодняшнем перемирии. Том перемирии, которое в некоторых местах соблюдалось, а в некоторых нет. Накануне в Беларуси представители России и Украины договорились о гуманитарном перемирии. Оно должно было соблюдаться в Волновахе, в Мариуполе, а еще вследствие того, что вчера многие жители, например, Киевского Ирпеня попали в очень затруднительное положение, российская команда договорилась с представителями Украины, что они вместе организуют гуманитарную паузу для того, чтобы мирное население Ирпеня вышло из зоны боев. И вот что интересно, параллельно шли два процесса. Выход жителей Ирпеня в сторону Киева и выход жителей Мариуполя, либо в сторону Запорожья, либо в сторону ДНР. Причем, по сути, в Мариуполе представители Киева сорвали это самое перемирие. И практически никто из жителей Мариуполя не вышел. То несколько десятков человек не в счет. А вот все жители Ирпеня вышли. А еще, если мы внимательно посмотрим на тот маршрут, который был разработан Киевом для вывоза своих беженцев, хотя этим коридором воспользовалось не так уж много людей, то он почти полностью проходит по линии фронта. Того фронта, где активно наступает российская группировка из Крыма на север, отрезая донецкую группировку от остальной Украины. То есть вы поняли, к чему я веду. На самом деле киевскому режиму абсолютно наплевать на население. Да, ему немножко не наплевать на жителей Киева и его окрестностей, но ему абсолютно наплевать на жителей Донбасса, которыми они просто прикрываются. А еще они используют эти гуманитарные паузы для того, чтобы сдержать российское наступление. Именно по этой причине сегодня по направлению Запорожье-Донецк российские войска, единственное, чего они здесь достигли, это почти полного окружения города Гуляйполя. Они охватили его с запада и с востока и оставили только узенькую дорогу для того, чтобы гарнизон города мог выйти. Воспользовался ли он этой паузой или нет, я думаю, мы узнаем уже завтра. Тем не менее, именно в связи с гуманитарной паузой сегодня активных боевых действий не наблюдалось ни под Киевом, ни под Харьковом, ни уже, как я сказал чуть ранее, на запорожском направлении. Но, как мы знаем, сегодня была очень большая активность в Николаевской области в районе Вознесенска, где российская армия перешла на правый берег Буга. Новых данных по состоянию на вечер я пока не получил. Очень надеюсь, что я получу их завтра. Также мне жители Николаева сообщили о том, что у них там что-то серьезно зашумело. Не думаю, что это штурм города, тем не менее очень сильно стреляют. И также войска ЛНР постепенно сегодня вклинивались в расположение украинской армии между Изюмом и Рубежным. То есть на самом деле примерно на половине фронта боевые действия сегодня не велись из-за перемирия. А на остальных участках российские войска атаковали и шли вперед. Это что касается ситуации на фронте. Но, как я сказал в самом начале, я бы очень хотел обратить внимание на одну фразу, которую сегодня сказал президент Владимир Путин. Если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности. И это будет целиком и полностью их ответственность. А как мы знаем, президент Российской Федерации ничего просто так не говорит. И я могу прийти к выводу, что вот сегодня Путин сделал Зеленскому свое последнее предупреждение. Если еще раз Зеленский его надует, либо не захочет идти ни на какие серьезные переговоры, то уже в следующий раз российские требования будут другими. Либо вообще Россия перестанет выдвигать президенту Зеленскому какие бы то ни было требования. Она просто перестанет его считать президентом и будет добиваться полного уничтожения Украины как государства. И на самом деле, если в Украине еще остались вменяемые элиты, я бы на их месте серьезно об этом задумался. Вот это то, что я хотел сказать сегодня. На этом по этой теме у меня пока все. До свидания. Следующий мой обзор должен выйти завтра утром. До свидания.